Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто внес свою лепту в ваш разрыв с вашей бывшей женщиной, либо же с бывшей женой? Кто постарался, помимо, может быть, измены, да? Кто, может, наускивал ее? Кто хотел вас развести? Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. И сразу же вы выпали императором, но даже не удивительно. Вы сильный и романтичный мужчина. Причем вы до такой степени романтичный, что вам, знаете, вот я даже не знаю, вот как выразиться, но несмотря на вашу силу, вами очень легко управлять. Вами по жизни довольно часто манипулировали, причем настолько тонко. Это были манипуляции в отношениях, когда вы были вот в паре, да, у кого-то это семья, у кого-то гражданский брак, может быть, стабильные отношения. Вот настолько виртуозно ваша половина дергала за эти ниточки, что вы даже, в общем-то, не замечали, либо же не хотели замечать. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вы по своей сути такой очень, знаете, человек души, человек сердца, очень ориентированный именно на семью, на отношения. У вас абсолютно не проигрываются какие-то такие холодные, жесткие энергии, мечевые, да, которые говорят нам о более такой холодности разума. Вы такой эмоциональный слишком. Бывают такие ситуации, когда вы берете близко к сердцу даже то, что лучше не брать, что можно, знаете, послать куда подальше, не обратить внимания. Вы же переживаете очень часто за то, что оно того не стоит. Вы человек довольно образованный, вы хорошо владеете тем ремеслом, которым занимаетесь. Да? Вы вообще человек довольно стабильный по жизни. Вы очень любите стабильность. Это касается всего: отношений, любви, да, вот, работы. Вы не любите менять, как перчатки женщин, там, работу туда-сюда. Да, вот вам такая движуха абсолютно 300 лет не нужна. У вас, если одна женщина, то одна. Вам не нужно Маша, Даша, Наташа. Одна, единственная, любимая, неповторимая. Итак, сейчас, вот я вам скажу, знаете, сейчас я не хочу углубляться, вот почему-то вообще не хочу о бывшей особо сейчас вот описывать ее как-то, да, вот если будет в процессе расклада что-то касаться ее, я немного коснусь. Ну, не хочется, как-то у меня настрой сегодня не на бывшую абсолютно, хотя волей-неволей мы будем ее вспоминать, но углубляться просто не хочу. Смотрите, сейчас я не вижу у вас личной жизни как таковой, но я имею в виду, не вижу серьезных отношений, я не вижу каких-то рядом вот женщин, которые могли бы вот претендовать именно на статус вашей жены, да, новой жены. Вы сейчас скорее холостякуете, либо же у некоторых может проигрываться, что вы сейчас, в таком вот в активном поиске. Кто-то начинает знакомиться потихоньку, кто-то уже в начале каких-то романтических отношений, завязались новые отношения. Но это еще так, знаете, прощупывание, кастинг женщин. Это все очень хлипко и очень шатко. Я не могу сказать, что сейчас рядом есть женщина, которая сразила вас, ваше сердце поразила. Стрелами Амура вас однозначно пока никто не поразил. Плюс после вот этих манипуляций, которые вы пережили, я думаю, вам будет довольно непросто уже вступить в новые отношения, не просто будет влюбиться, потому что вы будете очень хорошо присматриваться, вы будете смотреть, насколько вот женщина проявляет себя именно в поступках. Вы будете смотреть, как она, вот слова и дела ее сопоставимы, да, потому что на словах мы много чего можем говорить, а поступки именно говорят о всех наших настоящих отношениях, о наших чувствах каких-то к человеку. Итак, давайте-ка посмотрим, такая довольно непростая тема сегодня, да.
Кто внес свою лепту в ваш разрыв? Мы посмотрим сейчас, кто пришел к нам на расклад. Авария. Так, кто-то спешит. Посмотрим, кто же пришел, кто к этому причастен. Конечно же, причастен мужчина. Смотрите, здесь задействованы 3 человека. Сейчас, может быть, для кого-то это будет открытие какое-то своего рода. То, что здесь есть обман, это даже не обсуждается. Ну вот смотрите, здесь есть и мужчина, который стал причиной вашего такого вот разрыва, развода, да. Понятно, что это третий лишний, даже здесь углубляться не нужно. Причем вот когда этот человек появился, да, вот третий лишний этот, он начал помыкать вот вашей бывшей барышней. Он начал помыкать. И здесь получается такой замкнутый круг. Вот они когда связались, да, они начали, ну, как бы зароманили, да, так назовем. Она стала хуже к вам относиться. Может быть, вы это замечали, может быть, нет. Она стала отдаляться, она стала более холодной, она стала более лживой. Ну, знаете, может даже быть такое ощущение, что человека как будто подменили. Знаете, вот в ней как будто боролась вот 2 частички, да, вот с одной стороны вы, которого она знает, к которому она привыкла, с которым есть там семья, допустим, тем более если дети у кого есть. С другой стороны, этот новый товарищ, который, ну, довольно непростой. Может проигрываться, что он связан, может быть, даже с погонами, у кого-то связан с армией, ну, то есть такой вот непростой человек. Либо же может проигрываться, что он просто вот сам по себе очень такой, знаете, эмоционально холодный, ну, диктаторского вот характера он. Вот когда они зароманили, то уже он начал командовать парадом. И получалась цепная реакция. Вот она сходила налево, так скажем, да? Он начал ей диктовать условия, что делать, как делать, да? Что ей можно, что нельзя, куда ходить, кого любить. Ну, то есть здесь она уже в паутине была, потому что, ну да, она поначалу запала на этого человека. В свою очередь, то есть получается, смотрите, он помыкал вашей бывшей, она начала помыкать вами, она начала становиться более холодной, она могла отказываться от постели, она могла больше скандалить, больше цепляться, больше выносить мозг, да, все по той простой причине, что в ней как будто 2 половины боролась, да, вот эта новая такая вот, ну, любовь я ее не могу назвать, да, это страсть, это чистой воды страсть была. И здесь вы вроде бы, да, свой родной, и, ну, знаете, вот остатки ее крупицы совести все-таки немного мучили. Она как бы между 2 огней разрывалась какой-то период. То, что вранье было однозначно с ее стороны, вранье. Причем она, знаете, она такой человек, который врет, она вообще врет, как дышит. Может быть, вы этого не знали, но этой женщине настолько просто соврать. Она не только ведь врет вам по жизни. Она всем врет. По мелочам, кому-то по-крупному, кому-то еще в каких-то делах, да. Она вообще вот идет, знаете, вот как слепой котенок как-то по жизни идет, ну, на ощупь, что ли. То есть, смотрите, опять же, не хочу опять углубляться, да, получается, мы ее опять задеваем, не хочу слишком бороздить вот эти все раны. Первый человек, который внес лепту, это понятно, да, мужчина. Мужчина, с которым случилась измена, с которым вранье, обман, который, я вам скажу, он очень сильное влияние на нее имел, потому она в каком-то смысле она отрывалась на вас. Вот она приходила, да, ну либо же пообщавшись с ним, она приходила и отрывалась на вас. Кто еще? Кто еще виноват в том, что вы разошлись? Смотрите,
Вообще в ее окружении, я не знаю, вот это друзья-приятели, может быть, подружки, там, приятельницы, сестры, у всех по-разному будет проигрываться. У нее есть люди, которые очень сильно на нее влияют. Вот несмотря на то, что она вроде бы такая королевишна, да, вот она строит из себя что-то, амбиции какие-то. На самом деле она очень такой, ну, какое же слово так, чтобы культурно подобрать. Ну, на нее, если по-простому, да, на нее можно очень легко влиять. Она очень поддается влиянию, и она очень такая ранимая, впечатлительная. Но мы не будем углубляться в ее психологию. Смотрите, ее окружение, они постоянно вот ее подначивали. То есть, знаете, вот нашептывали на ушко, это подружки, может быть, мама даже, вот коллеги, вот, ну, то есть, кто знает хорошо вашу жизнь, с кем она делится. Они нашептывали, что ей нужно побогаче, может быть, помоложе, поперспективней, да, и они ей до такой степени в уши вот это все вносили, вот эту грязь, вот эти все сплетни, гадости, накручивали, понимаете? Плюс рассказывали, что вот у тебя, если найдешь более перспективного, у тебя будет больше денежек, да, поэтому я вам скажу, вот ваша бывшая мадам, она, ну, практически все время носит маску. Маска у нее всегда разная, со всеми людьми разная, да, вот я имею в виду не настоящая вот эта маска, которую на Новый год одевают, да, маска крокодила и чебурашки. А вот именно маска– это притворство. С вами она одевает одну маску, да, когда ей что-то нужно, она может притворяться белой и пушистой. Когда ей особо ничего не надо, она все получила, она может снова стать злой, такой агрессивной, да, и настоящее лицо вылезает. С другими людьми точно так же. Когда ей нужна выгода, она опять же притворяется, она такая вся распрекрасная. Ну, то есть человек, понимаете, она очень поддается влиянию. И получается, с одной стороны, вот этот мужичок ее, да, вот давил, да, что, может быть, разойдись, зачем тебе этот муж нужен и так далее. С другой стороны, друзья-приятели. Плюс еще там мама есть. Мама, которая тоже зятька, я вам скажу, не очень-то долюбливала. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Есть у вас там, вернее, в прошлом это, да, у нас было. В прошлом у вас были какие-то контры, может быть, с тещей, какие-то ссоры, да, когда вы знали, что она вас недолюбливает. Напишите. Поэтому смотрите, ваш развод, они комплексно внесли лепту. Это, ну, понятно, измена, да, здесь хватает, в принципе, даже одной измены. Но я вам еще скажу такую штуку. Если бы вашей бывшей не нашептывали, вот мама, подружки, там, друзья-приятели, там, кто угодно, вот дамочки из ее окружения. Если бы не нашептывали, я вам скажу, может быть, этого левака бы и не было. Вот они настолько ее загрузили. Вот знаете, как говорят, если человеку, ну это так, я утрирую, конечно, если человеку каждый день говорить ты свинья, то рано или поздно он захрюкает, да? Ну да, я утрирую, но смысл вы поняли. Вот они ее заклевали, да, вот тебе надо такого, тебе надо сякого, надо поменять жизнь, а этот такой сякой, да, то есть к вам свои претензии там были. Ну, то есть здесь такой вот комплексный подход. А измена– это уже как результат. Это результат недовольства некоторыми вот вашими поступками, либо же, я не хочу сейчас эту тему развивать, я просто в общем скажу, были недовольства вашими некоторыми поступками, либо же словами, да, у всех по-разному, поскольку это общий расклад. Плюс вот эти вот наускивания, они сыграли свою злую шутку, которую, конечно же, теперь приходится и вам, и ей, и тем более, если есть дети, и детям это все расхлебывать, потому что когда расходятся мама с папой, ну это, мало говоря, приятного мало, да. Вот как-то так, поэтому я не могу сказать, что вот она прям такая вся пошла, просто взяла, гульнула. Это такой, знаете, вот момент, когда вода и камень точит.
когда ее постоянно подначивали, ее подстрекали постоянно. Вот ты должна то, да поменяй жизнь, да зачем он тебе нужен. Плюс, еще раз говорю, мама там очень и очень такая, имеющая над ней власть. Там мама очень непростая, я бы сказала, тоже такая, ну, скандального она характера дама. Она совсем не такая белая, пушистая, какой иногда кажется. Мило улыбаться — это еще не значит быть добрым. Поэтому вот так вот, ребята, здесь и третьи лица замешаны, а измена вот это уже как результат вот всего. И обманутых каких-то вот этих ее надежд, да, на светлое будущее, на какие-то там, я не знаю, золотые горы. И то, что у нее накопилось свое недовольство, да, вот к вам свои претензии. У каждого, конечно же, это будут свои претензии. Плюс вот это все шушуканье на ушко. Вот так человека подтолкнули к измене, да. Вот я не говорю, конечно же, что да, это и на ее совести, да. Я ни в коем случае ее не оправдываю, потому что, ну, что бы ни говорили, нужно думать головой прежде всего, да. Если ты идешь изменять, ты должен прежде всего думать о последствиях. Тем более, если на кону стоит семья, если муж, ребенок, да, ну то есть это стабильная жизнь, это семейная жизнь. Кто бы что бы ни говорил, нужно думать прежде всего самой, анализировать самой, да. Я думаю, вы меня в этом поддерживаете, поэтому, ну, поскольку она не такая, знаете, не такая уж сильная, наверное, да, не такая она сильная морально, раз она так поддается влиянию. Одно дело быть такой звездой королевишной, да, заходить застраивать других, показывать, я вот вся такая, да, а другое дело быть морально выносливой, такой вот сильной. И не поддаваться ни на какие вот эти шушуканья. Кто бы что бы ни говорил, мама, подружки, да какая разница. Если ты любишь человека, ну ты не пойдешь налево. Я думаю, вы меня поддержите. Напишите в комментариях. Вот как-то тогда ирония судьбы. Я не хотела сильно углубляться сегодня в бывшую, а получилось, что очень сильно углубилась. Ну что ж, зато мы прояснили, что и к чему. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!